Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре будет магнитола на 9 дюймов, оперативной памяти 4, памяти 64, то есть это магнитола 464, одна из самых распространенных версий. Магнитола это у нас на сайте обозначена как серия Medium на 8-ядерном процессоре. Такие магнитолы у нас уже в обзорах были, мы просто решили видеобазу немножко обновить. В первую очередь это мы делаем для сайта, и поэтому этот обзор будет не настолько длинный. Мы не будем показывать полностью настройки, пробежимся по основным отличиям этой магнитолы, по составляющим этой магнитолы, покажем, как она работает, покажем, на что она способна. Давайте для начала отвечу сразу на самый распространенный вопрос: подойдет ли данная магнитола в мой автомобиль? Этот вопрос задают с каждым днем все чаще и чаще. Сколько бы я роликов не снимал, я сейчас стараюсь в каждом ролике вначале выкладывать инструкцию, как подобрать магнитолу Android под свой автомобиль. И в итоге, чем больше я снимаю роликов, тем больше задают вот именно таких вопросов, как подобрать магнитолу под свой автомобиль и подойдет ли эта магнитола ко мне в машину. То есть прямо даже вот в начале ролика вставляешь инструкцию, тут же под роликом кто-нибудь пишет комментарий, она подойдет ли в мою машину. Значит, смотрим инструкцию, потом продолжим дальше. Так, друзья, всем привет! Сейчас я вам покажу коротенькую инструкцию, как подобрать Android магнитолу под свой автомобиль. Мы сегодня будем говорить об основных типах магнитол. Основных размерах это 7 дюймов, 9 дюймов и 10 дюймов. Другие размеры типа Tesla я тут рассматривать не буду, потому что это отдельная история. Они не под все автомобили подходят, но вот самые распространенные 7, 9 и 10 дюймов мы с вами сегодня посмотрим. Итак, для того, чтобы понять, какая магнитола подходит под ваш автомобиль, мы воспользуемся сайтом наших партнеров, который называется Karaf. Будем пользоваться сайтом вот таким karaf-rus. Есть karaf.ru, там очень много дилеров на одном сайте, и там не всегда все рамки можно найти. Вот karaf-rus, там этих рамок немножко побольше. Вот видите, здесь вот есть переходные рамки, провода для Android, переходники, антенные переходники. То есть тут не только рамки есть, но вы сразу же сможете заказать и провода под свою именно машину. Заходим на вкладку «Каталог», выбираем здесь свой автомобиль. На мобильном это, конечно, по-другому выглядит, там всплывающий список, там немножко удобнее искать. Из списка надо выбирать. Здесь мы, значит, можем выбрать свой автомобиль. Давайте, допустим, возьмем Kia. И такую модель, здесь, видите, можно выбирать модель, возьмем Cerato. И смотрим, тут на различные года, на различные автомобили есть несколько вариантов рамок. То есть автомобиль может отличаться годом выпуска, панелью, может отличаться наличием климат-контроля, либо отсутствием климат-контроля, может отличаться правым рулем, левым рулем. И вот под все эти модификации есть разные рамки. Видите, одна рамка в одну сторону смотрит, другая в другую. У какой-то есть тут климат-контроль, у какой-то нету. То есть выбираете ту рамку, которая именно под ваш автомобиль подходит, и уже под этот размер смотрите магнитолу. То есть вот тут, допустим, написано типа размер 9 дюймов. Вот здесь у нас название вот этой рамки 229976. Это общее название марки Karaf. Здесь, соответственно, цена. И все, можно заказать. Тут вот, допустим, написано типа размер 10 дюймов. Значит, соответственно, вы под свой автомобиль можете брать магнитолу размером 10 дюймов. Здесь типа размер 9 дюймов. Вот на это смотрите, также вам будет полезен вот этот вот номер, который здесь указан. И все, и заказывайте. После того, как заказали рамку, с вами свяжется менеджер сайта, и вы ему уже можете дополнительно сказать, что мне нужно к рамке еще, допустим, провода взять, силовой провод-переходник, либо CAN-BUS модуль, если он требуется, они тоже тут продаются. И таким образом вы в одном месте заказываете сразу полностью комплект для подключения своего автомобиля, а у нас на сайте вы уже сможете заказать непосредственно саму магнитолу под 7, под 9 или под 10 дюймов. Так будет гораздо выгоднее, а сроки доставки одинаковые. То есть, что тут там в среднем с Москвы идет одинаково там 3-5 дней по регионам. Что рамки идут точно так же 3-5 дней, точно так же с Москвы. То есть срок доставки будет одинаковый, при этом вы не будете переплачивать лишнее за комплектацию, за доставку и так далее.
То есть рамки и провода они не настолько дорогие, как их продают потом на других сайтах, перепродают в несколько раз дороже. Дальше, если у вас на этом сайте под ваш автомобиль рамок нет, есть умельцы сейчас у нас в стране, которые печатают рамки на 3D принтере. То есть вы у них можете заказать рамку под заказ под свой автомобиль, назовете им марку, модель, точно так же год. И они под вас распечатают специальную рамку на 3D принтере, вы ее уже сможете использовать. Еще один из способов, такой, как сказать, колхозный, кустарный, это когда вы магнитолу, вот допустим 9 или 10 дюймов, как тут показано на картинке, устанавливаете в размер 2.1. То есть, она просто вот так вот выглядит спереди. Вот, а если мы, допустим, заглянем откуда-то сбоку, то она будет выглядеть примерно вот так. Видите, поверх панели, без всякой рамки, просто устанавливают магнитолы. Это не самое лучшее решение, но когда у вас нет рамки, то есть приходится что-то выдумывать, и люди делают вот так. Также у нас вот на сайте Авито вы можете посмотреть среди отзывов, как люди по-разному устанавливают магнитолы. Вот видите, человек вот так установил. То есть это не единичный случай, не у всех с рамками установлены магнитолы. Вот видите, много людей, кто устанавливает магнитолы просто так, воткнув в 2.1. Кто-то с рамкой, кто-то без рамки. Вот даже среди наших отзывов на Авито, это все отзывы наши, от разных людей, все люди устанавливают по-разному. То есть вы теперь можете воспользоваться одним из этих способов и подобрать уже Android магнитолу под свой автомобиль, которая подойдет именно вам. Для начала, что можно сказать об этой магнитоле? Размер дисплея у нее вот этой рабочей части 9 дюймов. Сам дисплей IPS, тачскрин из закаленного стекла. Разрешение дисплея 1280 на 720. IPS дисплей это что значит? Это значит, что при повороте под любым углом у вас не будет белеть изображение. Ну и самое главное, то что отличает эту магнитолу от других, это, конечно же, ее процессор. Процессор идет 8-ядерный с тактовой частотой 2 ГГц. Радиочип NXP 6856. Это не самый лучший радиочип, но и не самый плохой. В городе этот чип ловит вполне нормально, даже за городом он ловит вполне нормально. Разрешение, как я говорил, 1280 на 720. И вот у нас звуковой процессор, который здесь установлен. Это процессор категории Hi-Fi на 16 полос регулируемых, то есть это TDA 7729. Вот основные вопросы, которые могут быть по железу. В нормальном исполнении, то есть у такой магнитолы вот здесь вот есть виджет рабочего стола. И сюда можно установить навигатор. То есть навигатор мы сегодня покажем, как устанавливать. Дальше что тут у нас? Сбоку кнопки вызова Bluetooth, видео, навигации, радио. Здесь у нас музыка, доступ к музыке, здесь у нас радио. И вот эта вот колоночка у нас настраиваемые приложения. То есть здесь их можно менять. Если вы тапнете здесь, можно его либо удалить, либо, допустим, вот кнопка, которая открывает приложение, нажимаем сюда. Здесь я заходил в настройки, выбираем любое приложение и можно его перемещать в этот вот раздел. Давайте спереди мы эту магнитолу обсудили, заглянем вот сюда вот со спины ее, так сказать, осмотрим. Что тут у нас есть? Давайте вот так вот ее повернем. Здесь у нас разъем под основной штекер. Это у нас выход под антенну GPS. Здесь, как видим, отсутствуют какие-либо штекера. Есть магнитолы более дорогого сегмента с архитектурой тоже Medium 5760. У них дополнительно вводится 4G антенна. В этом устройстве 4G антенны нет. Здесь есть только антенна GPS для навигации. Дальше тут у нас штекера идут для подключения камер заднего хода, RCA выходов, мы их чуть попозже посмотрим, подключение флешки. В общем, всю комплектацию, вот, которая сюда подключается, я покажу. Здесь вот нарисован выход под кулер, но на самом деле кулер в этом устройстве не нужен, оно не греется, не перегревается. И в большинстве Android магнитол кулер носит больше маркетинговый характер, чем приносит какую-то пользу реальную. Если он что-то охлаждает, то примерно на градус, может 1,5. И особо на работу устройства он никак не влияет.
Теперь давайте поговорим о комплектации. То есть первое, что у нас есть в комплектации, это вот такие вот рамочки металлические. Эти рамочки металлические крепятся у нас сюда вот к корпусу. Их можно прикрепить либо вот так, либо вот так, либо вот так. То есть в зависимости, у кого какая конфигурация автомобиля. Но в 95% случаев эти рамочки вообще не нужны, потому что рамка пластиковая крепится вот на эти вот отверстия под саморезы. То есть пластиковая. Сначала магнитола прикручивается к рамке, вот сюда вот, а потом рамка уже устанавливается в сам автомобиль. И, как правило, эти рамочки металлические никому уже не нужны. Продолжим дальше. Есть вот такой вот провод, сейчас вы его видели, сзади он уже подключен. Этот провод под скрутку. Тут у нас есть все основные выходы. Это питание, звук. Также вот провод Key1, Key2 под кнопки обязательно. Вот он Key1. И вот Key2. Это у нас выход для управления рулем, если у вас кнопки резистивные. Усилитель антенны вот этот подключается. Дальше провод IL. Здесь он подписан Illumination. Если мы запитаем вот этот провод, то у нас будут гореть вот эти вот кнопки. И провод, есть вот такой интересный бэк. Этот провод используется для подключения камеры заднего хода. То есть, когда на этот провод приходит сигнал, магнитола начинает показывать изображение с камеры заднего хода. Далее, тут у нас идет вот такой вот провод RSA к заднему разъему, который я показывал. Что входит в комплект, стандартный комплект этого RSA провода. Значит, смотрим. Тут у нас есть тюльпаны под аудио выходы и под аудио входы. То есть это для подключения AUX. Вот, смотрим, давайте. Вот это у нас выходы, правый и левый выход. То есть тут на этой магнитоле есть два канала, которые можно подключить к двухканальному усилителю. Дальше есть видео выход один, вот он видео аут. Можно подключить монитор к этому штекеру. Два входа AUX, AUX правый вход и AUX левый вход, красный и белый. Дальше видео вход для форматов CVBS, то есть сюда можно подключить источник видео, камеру какую-то, может плеер какой-то, но чтобы у него был формат источника с входом CVBS. Вот этот вот выход под сабвуфер. Вот это у нас GPS антенна. Вот этот штекер, который я показывал, сзади сюда прикручивается. Два USB входа. В одном USB 6 пинов, в другом USB 4 пина. Соответственно, они у нас нумеруются USB 1 и USB 2. И вот этот вот штекер, это у нас тюльпан под вход камеры заднего вида. То есть, если вы подключаете камеру заднего вида, его надо цеплять не на главный провод RSA, а вот именно к этому одинокому тюльпану. Этот провод обязательно воткните в магнитолу. Даже если вы не используете камеру заднего хода, вот эти вот два провода, они являются антеннами для Bluetooth сигнала и для Wi-Fi сигнала. Если вы его не включите, у вас будет слабо ловить сигнал Wi-Fi и Bluetooth. Так, по комплектации все. Теперь вот перед вами магнитола, которая как новое устройство, то есть вот вы ее распаковали, как правило. С завода она у нас идет на английском языке. Скорее всего, что когда вы приобретете магнитолу у нас, она уже будет переведена на русский, там будет установлен Яндекс.Навигатор. Но в стандартной комплектации, если вы сбросите магнитолу до заводских настроек, она будет выглядеть именно вот так. Давайте первым делом переведем ее на русский язык. Заходим вот сюда в настройки, Android Settings. Переходим вот сюда System, язык и ввод. Вот сюда языки нажимаем. И тут у нас видно есть английский язык и написано добавить язык. Добавить язык делаем. Переходим вниз. Ищем тут русский.
Россия. И передвигаем его вот так. Сейчас смотрим. Язык поменялся, и все у нас уже основное стало на русском языке. Итак, на русский язык мы ее перевели, сейчас нам будет более-менее все понятно. Давайте пройдемся по приложениям, посмотрим, что тут у нас есть. Первое, это значит Bluetooth. То есть здесь вы можете подключать Bluetooth устройство. Подключается к этой магнитоле как телефон, так и датчики OBD. В принципе, как спаривать телефон с телефоном, эта инструкция есть везде. Следующее приложение у нас радио. Сейчас будем демонстрировать возможности нашего радио. Для демонстрации работы радио я буду использовать вот такой вот штекер от мультиметра, чтобы все видели, никакой магии нет. Берем просто штекер этот, это не какая-то супер антенна. Подключаем его. То есть вот в городе обычная железяка уже может ловить радио, это я еще даже ничего не настраивал. Запускаем поиск. Сейчас он у нас пройдет каналы, найдет, которые у нас есть. Тут всего сохраняется до 20 каналов. То есть вот он сохранил, перелистывает следующую страницу и едет дальше. И вот у нас тут сохраненные каналы. То есть даже без использования какой-либо антенны, с помощью вот обычного штекера, который подсоединен только одним контактом к центральному, радио уже работает. Вот, это к вопросу про радиочип, хороший он или плохой. Убираем радио, не дай бог попадется какая-нибудь песня, которая потом привлекут за использование, за нарушение, то есть авторских прав. Убираем нашу супер антенну. Радио мы продемонстрировали. Поехали дальше. Это у нас вкладка видео. Вот включаем флешку. На флешке у меня есть один видеофайл, который я делал специально для демонстрации. И можем посмотреть. Сейчас чуть подальше перемотаем. Вот примерно с этого момента, где тут у нас можно посмотреть яркость картинки, четкость деталей. Камера, причем заметьте, обычного телефона, это не специальная какая-то камера для съемок клипов. Была бы камера получше, вы бы видели, как она вживую выглядит. Но не суть. В общем, мы посмотрели видео. Возвращаемся назад. Здесь у нас приложение музыка. В музыке мы точно так же можем это послушать. Если нажмем сюда, запустим эквалайзер. Тут у нас сейчас никаких настроек эквалайзера нет. Нажимаем. Можем выключить Hi-Fi процессор, либо включить. И здесь уже регулировать настройки. Как я и говорил, тут у нас 16 каналов. Вот это вот у нас размер фарад. Ну, если не разбираетесь в этих 0,5 фарада, 1 фарад, перед-зад, лучше не трогайте. Здесь у нас получается баланс. Регулируем баланс. Так. Идем назад. Ставим на паузу. Это в принципе. Так, тут приложение Google, то есть если вы сюда зайдете, можете активировать свой Google аккаунт, привязать устройство к Google аккаунту.
Здесь у нас приложение настройки. По поводу настроек смотрите другое наше видео, там есть очень большой обзор магнитолы, точно такой же. Здесь мы просмотрим только основные настройки, это позже. Галерея, это если вам нужно посмотреть картинки. Рекордер, это у нас диктофон. Диспетчер файлов, для того чтобы смотреть, что у нас есть на флешке, что у нас есть во внутренней памяти. Он нам также тут будет нужен, позже объясню для чего. Вот приложение Google карты. И дальше переходим сюда. Вот это приложение для того, чтобы использовать AUX. Это приложение для того, чтобы регулировать настройки CAN-баса. Это у нас приложение Chrome браузер. Можете выходить в интернет с его помощью. Здесь у нас приложение почта Gmail. Корнет, это MirrorLink функция. Здесь у нас Play Market для того, чтобы скачивать приложения любые из Play Market. Ну, не как любые, которые совместимы с этим устройством. Вот это у нас Equalizer и YouTube. Значит так, приложение мы посмотрели, на русский она переведена у нас. Давайте подключим к ней интернет. Вот, включить Wi-Fi. Делаем его. Подключаем Wi-Fi. Вот появился значок Wi-Fi здесь наверху. Теперь у нас магнитола способна выходить в интернет. Для того, чтобы это проверить, мы с вами сейчас зайдем в браузер Chrome. Заходим в Chrome. Продолжить. Не добавлять аккаунт. Кто хочет, добавляйте. Мне он пока не нужен. Это магнитола не нуждается. Ну вот, допустим, перейти на YouTube. И на YouTube можете включить любой ролик. Вот, в принципе, это то, что я хотел вам показать. И запомните, как только вы подключили к устройству интернет в первый раз, она начинает что-то там проверять в интернете, может скачивать обновления и так далее. И может казаться, что она чуть-чуть подтупливает. Это проходит в среднем минут через 15-20 после первого подключения. Дальше. На этих устройствах Medium лучше использовать облегченный Яндекс.Навигатор. Где взять облегченный Яндекс.Навигатор? Также есть у нас видео на канале. Оно называется «Не работает Яндекс.Навигатор». Скачивайте оттуда, там посмотрите также, как его устанавливать. Вот мы его сейчас установим и продолжим дальше. После того, как Яндекс.Навигатор мы установили, он у нас появился в списке приложений. Значит, нам его нужно установить вот сюда, вот на главный экран. Как это сделать? Для начала заходим в настройки, настройки разработчика, вводим пароль. Здесь у нас есть пункт App Settings, либо настройка приложения, если его перевести на русский язык. Здесь вкладка Navigation, App Settings, ставим галочку на Яндексе и нажимаем кнопку Reboot. После перезагрузки приложение Яндекс.Навигатор будет добавлено в систему как приложение, которое можно использовать для навигации. Далее мы, значит, нажимаем вот на эту кнопку. Здесь у нас активировались Google карты. Заходим в настройки. Другие настройки. Появилось вот такой вот пункт Main Window Application. То есть выбрать приложение для главного виджета. Нажимаем на стрелочку. Выбираем наш Яндекс.Навигатор, переходим на главный экран, нажимаем еще раз вот на эту иконку, и в главном окне у нас появился Яндекс.Навигатор. И все после того, как он у нас отображаться начал. Сейчас GPS-антенна у нас не подключена, навигатор нашел наше примерное местоположение по Wi-Fi. Мы можем пользоваться Алисой, например, нажать вот на эту кнопку. Сейчас сделаем звук погромче, чтобы ее было слышно. Всю громкость. Все, стоп. Либо можно сказать «Привет, Алиса», и она активируется. Она активируется на две команды. Либо «Привет, Алиса», либо «Послушай, Алиса». Задача из физики? Так, все. Дальше можем просто строить маршруты. Например, сказать «Привет, Алиса».
Поехали на площадь. Да. Тут паспорт, поехали. Все, тут что нам нужно уже дальше настраивайте сами. Если хотите, скачивайте карты. Если хотите, можно выполнить вход в свой профиль. С Яндекс.Навигатором разобрались. Какие вам еще настройки здесь понадобятся? Так. Настройки автомобиля — это настройки CAN BUS, Android настройки. Громкость по умолчанию может вам понадобиться, чтобы при запуске не было слишком громко. Дальше. Настройки яркости, дневная, ночная. Тут также можно включить опцию защиты глаз, если хотите. Настройки навигации ставим Яндекс.Навигатор. GPS-тест редко кто им пользуется для поиска спутников. Так, обучение кнопок на руле. Это все понятно. Настройки логотипа. Вот давайте сейчас мы установим логотип. У нас на диске, на флешке есть логотипы. Вот в папке лого. Возьмем папку MyCar, где разрешение 1280 на 720. И установим вот этот логотип. Нажимаем ОК. Вот написано: логотип установлен. Теперь работу логотипа мы проверим чуть позже. Сейчас зайдем сюда. Настройки разработчика 8888. Входим. Какие настройки вам тут могут понадобиться? Вот эта настройка Power Amplifier Settings. Настройка мощности усилителя. По умолчанию она сделана на 100, но если вам нужно убавить громкость, допустим, вам кажется, что у вас на тройке или на четверке играет слишком громко, то можете убавить здесь. Сильно не убавляйте, потому что может потеряться качество звука. Настройка Split Screen Mode. Это настройка разделения двойного экрана. Кликайте, либо Close делайте, либо Open. Если делаете Open, вы теперь можете разделять приложение на два экрана. Как это делается? Нажимаете вот на эту иконку и перетаскиваете вот это приложение сюда. А сюда можете выбрать какое-нибудь другое приложение. Допустим, диспетчер файлов. Вот так делается разделение экрана. Тут, если захотели, вот так смахнули, и разделение экрана пропало. Для тех, кому нужно. Но вообще, когда у вас навигатор работает на главном экране, оно, как правило, не нужно. Так, еще что забыл сказать. В приложении видео есть такая функция, которая позволяет нам включать и выключать. Вот Picture in Picture Opened пишет, Close. Сделаем вот такой вот значок. И теперь, когда мы нажимаем, допустим, на домик, у нас вот здесь вот появляется вот такое вот окошко, которое мы можем перемещать. Здесь есть плюсик, увеличить изображение, плюсик, либо минус, чтобы его уменьшить. Можете перемещать куда его хотите. Как видите, картинка хорошая, ничего не виснет. Тоже такая полезная функция. То есть можно, в принципе, ехать вот так вот с навигатором, тут смотреть какое-нибудь небольшое видео и иметь доступ к музыке или еще к чему-то. Увеличивать экран. Примерно вот так. Еще одна настройка, которую я раньше не показывал, вот это вот Parking Monitoring Settings. Это настройка спящего режима. То есть, когда вы выключаете, допустим, ключ, ушли, через пару часов приходите, поворачиваете ключ, чтобы магнитола у вас не заново загружалась, а загружалась в того места, где вы и остановились. И вот эта настройка нужна. Давайте мы сейчас продемонстрируем. То есть, нужно ставить минимальный вольтаж, который будет потреблять магнитола. И время, которое будет даваться магнитоле, на режим сна. Сейчас у нас стоит 0 минут. То есть, давайте посмотрим. Допустим, включим музыку. И сейчас мы отключим один из проводочков, который у нас идет на питание. Отключили. Магнитоле нужно время примерно секунд 30-20 для того, чтобы полностью выключиться. И вот видим, у нас сейчас магнитола будет загружаться полностью с нашего стартового логотипа.
Так, для того, чтобы у нас все работало, выставляем время задержки. Допустим, мы ставим 24 часа. И если вы в течение 24 часов вернетесь в машину, снова повернете ключ, она не будет загружаться заново, а сразу же запустится с того места, где вы остановились. Сейчас давайте посмотрим. Вот включим музыку. Теперь делаем отключение. Ждем примерно секунд 30, то есть чтобы это нужно магнитоле, чтобы она полностью отключилась, ушла в сон. Напряжение также нужно верить. Вот, видели, кнопки отключились. Напряжение также нужно измерять не сразу, когда вы отключили магнитолу, точнее не напряжение, а силу тока, который потребляет. Измерять это нужно уже после того, когда она все свои функции выключила. Сейчас мы подключим проводок и видим, магнитола у нас не загружается заново, а стартует сразу же и включает музыку на том моменте, где мы остановились. Вот. Эту полезную функцию раньше не показывал, потому что, не знаю, она по умолчанию не включена и обычно не спрашивают, как ее настроить. И тут вот решил дополнить немножко. Вот, в принципе, основные настройки, которые пользователям нужны, я показал. Остальные настройки вот этого меню, которое здесь вот, вы можете найти у нас на канале в другом видео. Это видео называется «Подробный обзор магнитолы на процессоре 8257». То есть, когда вы зайдете в это видео, оно длиной в час, там все эти настройки есть. И чтобы не увеличивать вот это вот видео тоже до часа, я вам просто говорю, где его смотреть. Это видео было сделано с целью показать возможности этой магнитолы, показать, как она работает, как сделать основные настройки. И, в принципе, показать звук, радио там и так далее. То есть, видео, все эти возможности я вам продемонстрировал. В принципе, на этом все. Поэтому, что я могу сказать? Подписывайтесь, ставьте лайки. Будут еще у нас новые выпуски, не только про эту магнитолу, и про другие магнитолы, полезные советы. Все, что может вам пригодиться в использовании. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. На этом все. Всем вам удачи в выборе ваших устройств, в покупке, в настройке и так далее.